Лично я безумно люблю гонки и все, что с ними связано. Как и многие, пересмотрел десятки фильмов и передач про авто. Сам уже много лет снимаю тачки, но Initial D смог посмотреть только недавно. И сегодня я немного расскажу про это крутое аниме, без спойлеров. Всем привет, меня зовут Женя Никсон, и вы находитесь на канале Drive It. Но для начала давайте немного копнем глубже в автомобильную гоночную тему и узнаем, откуда у Initial D растут ноги. Весь Initial D посвящен нелегальным гонкам по горному серпантину. Среди японских гонщиков-любителей такой вид соревнований получил название тога. В переводе с японского означает горный перевал. Как правило, в тоге участвуют две машины. В зависимости от возможности трассы стартуют одновременно. Это называется side by side. Или друг за другом. Lead to chase. Если в side by side побеждает тот, кто приедет первым, то lead to chase гонка представляет собой преследование. Цель лидера увеличить первоначальное расстояние между машинами, но преследователь уменьшит это самое расстояние. Также тога имеет две разновидности. Это подъем в гору, называется uphill, и спуск с горы, downhill. Из-за большого количества поворотов в данном серпантине многие участники используют дрифт. Ну а теперь, когда у нас есть небольшой багаж знаний, мы плавно можем переходить к Initial D. Initial D — это довольно старая история, которую должны знать многие из подписчиков нашего канала. 26 июля 1995 года на страницах журнала Weekly Young Magazine вышел первый выпуск манги Initial D за авторством Сигины Сюити. Манга, посвященная нелегальным гонкам по горным серпантинам Японии, будет выходить долгих 18 лет. Но вернемся к нашему сериалу. Сначала была манга Initial D, ну и конечно аниме, которое делят на 6 стадий. Так проще воспринимать всю сюжетную линию из-за того, что там есть просто сериалы, ова и полный метр. Но давайте более подробно погрузимся в историю. Япония, префектура Гунма. История начинает с показа бытия старшеклассника, 18-летнего подростка Такуми Фудживара и его окружения. Вечером Такуми подрабатывает на бензоколонке, а также помогает отцу содержать магазин Фудживара Тофу. Каждый божий день на протяжении 5 лет, вне зависимости от погоды, он доставляет тофу из магазина своего отца в отель. Ездит наш герой на отцовской Toyota Trueno AE86, в простонародье Хачироку. Само имя горы Акина вымышленное. Гора, которую именуют этим вымышленным именем, на самом деле называется Харуга и является бездействующим стратовулканом в Гумма, восточной части Хонсю. Наш герой не знал названия своей машины. Сама езда для него это просто работа, но и самое главное его полный пофигизм к машинам на тот момент в целом. Впрочем, мы с ним почти похожи. Больше 10 лет я снимаю тачки, люблю их, но ни хера в них почти не понимаю. Сюжет, как я уже и сказал ранее, разделен на стадии, в каждой из которых происходит что-то новое. В первой мы наблюдаем за началом истории, во второй переломный момент, в третьей нашего героя ставят перед фактом, что ему стоит идти выше. В четвертой, пятой и шестой мы видим развитие его как гонщика на пару с киоски. К тому же мы видим, что со временем главный герой начинает воспринимать машину не как консервную банку с колесами. Он сам начинает интересоваться миром уличных гонок, начинает принимать вызовы от соперников, ну и сам начинает их вызывать на дуэли. Со временем научился определять огромное количество вещей, просто управляя автомобилем, либо заглянув под капот и просто прослушав работу мотора. В качестве консультанта у нашего сериала был Кэити Цутия. Заодно я озвучивал сам себя в этом аниме. Ну и конечно, это именно он сделал Хачироку настолько популярной в Японии, причем еще задолго до выхода аниме. Благодаря Цутии в 1988 году на трассе Цукуба в Японии появилась первая гоночная легализованная серия, посвященная дрифту. Позже он заслуженно получил прозвище Дрифт Кинг, Дрифт Король. С конца 80-х бум дрифтинга начал распространяться по всей Японии, а после и по всему миру. Ну и конечно же стоит напомнить, что он сыграл небольшую роль в фильме «Тройной форсаж. Токийский дрифт». Неплохо. Первые 3 стадии выполнены в комбинированном стиле, где 2D соседствует с 3D графикой. Да, в некоторых моментах хочется выколоть себе глаза, но давайте не будем забывать, когда это аниме вышло. И видимо на тот момент это считалось чем-то безумно крутым. К просмотру Initial D нужно быть готовым, запасайтесь свободным временем. Это одно из тех аниме, что нехотя отпускает своего зрителя от экранов. Несмотря на свою серую невзрачность и неуклюжесть, оно увлекает. И перед тем как закончить, хочется затронуть еще одну важную тему. Это музыка. Даже если вы не видели само аниме, вы наверняка слышали и видели мемасики под треки из этого аниме.
Первые сезоны почти полностью сопровождались Евробитом, что, по моему мнению, в том числе и придавало Initial D ту самую изюминку в гонках. Остальные сезоны были сделаны уже под более спокойные фоновые треки, хотя там все еще присутствовал Евробит. Аниме Initial D пропитано духом своих лет – 90-е. Японские 90-е разительно отличались от наших. Нерасторопность, все на своих местах и все идет своим чередом. Ну а на этом все. Надеюсь, мой обзор был не самым скучным. Присоединяйтесь к нашему каналу. У нас много автомобильного контента с крутыми тачками. А кому понравилось, ставьте лайки, делайте репосты. Скоро увидимся. Пока.